Нет, ну, до Луны я, конечно, не долетел, да и даже не пытался. Но по расстоянию суммарно я пролетел достаточно много. 0,8 расстояния до Луны. Вот сколько нужно, чтобы пролететь полное расстояние до Луны. Ну, а в целом вот здесь можно посмотреть мою статистику перелетов за последние много-много лет. Ни в коем случае не заявляю, что я какой-то там супер-супер частый путешественник. Очень много летаю. Есть огромное количество людей, которые летают значительно больше меня. Но в целом определенный опыт есть и как бы есть чем поделиться. За прошлый год практически 40 перелетов я накопил. Поэтому давайте попробуем сегодня разобраться, как быть, как летать без забот. Ну, начать стоит с того, что вообще в целом все зависит от ваших ожиданий перед тем, как вы куда-то летите. И уже во вторую очередь от проблем, которые возникают вокруг. Если вы покупаете билет лоукостером, а потом переживаете, что вас не встретили с шампанским, ну, это не проблема авиакомпании, это проблема ваших ожиданий. Можно попробовать начать воспринимать перелеты как возможность в очередной раз воспользоваться многолетними трудами инженеров, которые смогли предоставить нам опцию путешествовать в десятки или в сотни раз быстрее, чем это можно было сделать раньше. И сразу станет легче жить. Ведь в конце концов вы сидите в кресле, в небе, пьете чай или кофе, читаете книжку или смотрите фильм. Несколько часов, и вы на месте. А тесный туалет и багажные полки, не вмещающие наши 45 чемоданов и огромные пакеты из дьютика, и это лишний повод задуматься, а точно ли все, что мы с вами везем с собой, нужно везти с собой. Значительная часть дискомфорта при путешествиях и при перелетах в том числе возникает из-за того, что люди не понимают, как себя вести, что их вообще ждет в какой момент времени. То есть, условно, если с поездами примерно вы, наверное, понимаете, как это работает, ты купил билет, зашел в поезд, никаких там досмотров нет, ничего нет, ну, чаще всего. Или с автобусами, там все понятно. Аэропорт — это всегда какая-то такая мистическая штука, где очень много этапов. Тебе нужно сдать багаж, пройти всякие проверки, сесть в самолет, выйти из самолета. Это все выглядит страшно, хотя на деле, если понимать, что в какой момент происходит, будет намного легче жить. Я ни в коем случае не претендую на истину в первой инстанции, просто делюсь своим опытом, исходя из достаточно большого количества путешествий. Несколько лет назад компания, в которой я работал, вывозила своих сотрудников, празднуя там юбилей компании, на один тропический остров. Перелет подразумевал пересадку в Турции через большой турецкий аэропорт. И на тот момент, к моему удивлению, не было предела, когда добрая сотня коллег выглядела абсолютно потерянной в аэропорту, не понимала, что делать, куда идти. И люди в этом не виноваты. У них просто не было возможности куда-то лететь, или им никто не сказал, чего ожидать и в какой момент этого чего-то ожидать. Справедливости ради, бывают абсолютно идиотски организованные аэропорты. Например, аэропорт Анкары мне совершенно не понравился. Ну, в принципе, бывают плохо организованные аэропорты, где даже опытные путешественники теряются. Упихать все моменты касательно путешествий и перелетов в одно видео, конечно, не получится. Либо это будет слишком скомканно, либо это будет слишком длинный ролик, который смотреть будет неинтересно. Поэтому этим видео я открою серию роликов про путешествия без забот и соберу в отдельный плейлист абсолютно разные аспекты путешествий касательно того, как правильно подобрать билеты, как правильно собраться, как упаковать багаж, как комфортно провести ожидания, как комфортно провести пересадки, как быстро проходить досмотры, где лучше сидеть на борту и вообще чего ожидать на борту, как выжить в перелетах с детьми, причем как в ситуации, когда вы летите сами с ребенком, так и когда вы летите без ребенка, но вам надо как-то выжить в самолете. Если вам интересны какие-то конкретные аспекты перелетов или путешествий, вы не понимаете, как что-то работает, или у вас часто это вызывает тревогу, делитесь в комментариях, и, соответственно, мы с вами вместе попробуем разобраться со всеми нюансами. И было бы странно продолжать эту тему, не поделившись вообще, собственно, моим опытом путешествий. В допандемийные времена мы с семьей старались летать куда-нибудь минимум раза 3 в год. Это были как короткие перелеты по России, так и перелеты, ну, например, в Австралию с годовалым ребенком. Почему бы и нет? А это 5 плюс 14 часов. И даже в пандемийные времена мы старались вырваться хоть куда-то, чтобы проветриваться, потому что это очень помогает в психологическом плане переключиться от работы. В 22-23 годах перелетов и 24-м уже перелетов в моем активе стало намного больше, потому что я часто перемещаюсь между Россией и Германией. Ну, если вдруг вам нужен инструмент такой же удобный для сбора статистики по вашим перелетам, заглядывайте в приложение Flighty. Я, например, сейчас использую его вместо App in the Air. Оно достаточно интересно показывает статистику по вашим перелетам и иногда позволяет в том числе найти интересные вещи. Недавно, например, в приложении Flighty я обнаружил, что я лечу на самолете, на котором я до этого летал 7 или сколько-то лет назад.
Это было неожиданно. Поэтому я уже успел набить определенные шишки в плане перелетов. Да, у меня, может быть, нету какого-то безумного опыта перелетов там первым классом, но куда важнее уметь выживать в обычных условиях, при перелетах экономом, или знать, как раз-таки попасть из эконома в бизнес. Наверняка какие-то из моих советов вы найдете противоречивыми или банальными. Добро пожаловать в комментарии. Ну, надеюсь, кому-то из вас мой опыт поможет чуть спокойнее проводить свои путешествия и сэкономить немножечко нервов и получать больше удовольствия от того, что вы сидите в кресле в небесах, пьете чай, кофе и можете быстро перемещаться по миру. Не забудьте подписаться на мой телеграм, посмотрите что-нибудь еще вот здесь. Ну и безопасных вам путешествий. Удачи. Пока.